чем я вижу проблему для ребят? Ну, первое – это невозможность преодоления ими первых трудностей на выходе с программы. Когда ребята выходят, они сталкиваются с теми кредитами, которые они взяли, большими бывают суммами, они встречаются с долгами, с обозленными соседями, они встречаются со сломанными отношениями со своими родственниками, и это очень больно. И они просто терпят фиаско, они не могут справиться с собой, они не могут простить себе, что они так жили. Бывает даже отсутствие образования, и банально они не могут устроиться на работу. И находятся вот в этой постоянной борьбе, и это мешает человеку так зрело, стойко стоять. Второе, с чем сталкиваются ребята, это несоблюдение советов или рекомендаций сотрудников центра. Здесь тоже очень такая важная причина, потому что у людей отсутствует восприимчивость, и бывает даже у их родственников. Людям советуем не возвращаться к старому кругу общения, не возвращаться на старую работу, не ходить даже в какие-то места, в которые они любили ходить, но они, к сожалению, делают по-своему и опять сталкиваются с зависимостью. И третья причина, о которой я хотел сказать, это вообще отсутствие желания что-то менять в своей жизни. Просто человека устраивает то положение вещей, в котором он находится. На этом фоне, друзья, хочется сказать, что мы совершаем работу уже на следующем этапе после программы и советуем ребятам в первую очередь оставаться с нами, оставаться в нашем коллективе, помогать ребятам учиться, набираться сил, не торопиться домой. Это первое, что мы советуем. Второе, наверное, такой ключевой фактор, мы сопровождаем ребят при входе в церковь. Что это такое? Наверное, для многих это не знакомо, но мы преследуем определенные причины. Первое – это присутствие на нужных группах, мы их называем малые группы по изучению Библии, различные наставнические беседы, душепопечительские беседы и так далее. Это очень нужно человеку. Также мы советуем ребятам первое время подумать о том, чтобы остаться в коллективе верующих для дальнейшей работы. Может быть, это занимает определенное время, чтобы устроиться, чтобы найти человека, который будет сопровождать. Но тем не менее мы советуем остаться даже на работе в среде верующих людей. И это достаточно продуктивно действует на жизнь ребят, на их перспективу последующую. То, что не обманешь сегодня в нашей жизни, это статистика. И исходя из нее, я бы сказал, что те, кто сегодня вот так плотно взаимодействуют или идут в церковь, ищут для себя занятость в церкви, ищут для себя общение в церкви, они в 90% эти люди с нами, эти люди избегают этого срыва, этого падения. Поэтому, друзья, настоятельно советую быть ближе к обществу, в котором вы смогли избавиться от этой старой жизни, от этой зависимости, интегрироваться туда, самим проявлять старание для того, чтобы быть в этом обществе. Друзья, советую всем, кто планирует прийти на программу или проходит эту программу реабилитации, не игнорировать этап адаптации, потому что это наша новая перспектива, это наша практика жизни, которая необходима после долгой тяжелой зависимости, неважно, алкогольной или наркотической, нам нужен плацдарм для взлета. И здесь такие важные вещи, важные моменты затрагиваются в твоей жизни. Ты, может быть, сам не понимаешь или сам не видишь важности этого этапа, но для человека, в целом для его личности, это очень благоприятно сказывается.